Однажды утром директор школы, мистер Джонатан Рид, шел по коридору, когда заметил, как уборщица Мэри Энн, склонившись над ведром, медленно вытирала пол. Она всегда работала молча, незаметно, приходила рано и уходила поздно. Но в тот день что-то изменилось, когда она подняла руку, чтобы поправить волосы. Рукав ее формы немного съехал, обнажив большой темный синяк на предплечье. Это не был случайный ушиб. Синяк был свежий, глубокий и пугающе узнаваемый. Джонатан не подал вида, но не мог избавиться от тревожного ощущения. На следующий день он пришел пораньше и снова увидел Мэри Энн. Теперь синяков было больше. Он начал собирать информацию, просмотрел записи камер, проверил часы ее выхода и прихода, опросил охрану и коллег. Никто не знал, где она жила, почти никто с ней не разговаривал, как будто ее существование ограничивалось только стенами школы. Через 2 дня Джонатан поехал за ней после работы, будто случайно. Он проследил за ее стареньким авто до окраины города, в район, где улицы не имели названий, а дома стояли вплотную друг к другу. Издали он увидел, как из дверей ее дома вышел высокий мужчина и грубо схватил ее за плечо. Она даже не сопротивлялась, просто опустила голову и зашла внутрь. На следующий день Джонатан собрал документы, созвонился с нужными службами и написал заявление. Он не был уверен, поможет ли это, но не мог оставаться безучастным. В течение недели дом, где жила Мэри Энн, посетили полиция, социальные работники и адвокат, которого сам Джонатан нанял за свой счет. Мужчину арестовали. У Мэри Энн нашли не только следы физического насилия, но и документы, указывающие на то, что она долгие годы находилась под финансовым и психологическим контролем. В школе новость разошлась быстро. Коллектив был потрясен. Никто и подумать не мог, что за спокойной улыбкой уборщицы скрывалась такая боль. Мэри Энн временно покинула работу, а на ее имя начали поступать пожертвования от сотрудников и родителей учеников. Директор обеспечил ей юридическую защиту, временное жилье и предложил должность в административном отделе. Поступок Джонатана не обсуждали громко, но все знали, кто все это начал. Он не хотел славы, он просто сделал то, что считал правильным, и этим изменил чью-то жизнь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.